В сегодняшнем видео я собираюсь раскрыть перед вами надежный способ, как заработать свой первый миллион в следующие 5-10 лет. Если вы сейчас студент и находитесь в сложном финансовом положении, это гарантированно сделает вас на 99% богатыми, если вы досмотрите все это видео до конца. Послушайте, мир изменился, и он сильно отличается от тем, каким он был 100 лет назад. Но тем не менее, некоторые бизнес-принципы вечны. 100 лет назад, если бы вы хотели быстро разбогатеть, вероятнее всего вы бы работали на быстрорастущую компанию и приносили бы ей много ценностей, за что бы они вам платили хорошую зарплату, и тем самым вы бы смогли быстро разбогатеть. Однако это не тот способ, о котором я хочу поговорить сегодня. Второй вариант — проработать в быстрорастущей компании и через 3, 4 или 5 лет создать свой собственный бизнес в той же отрасли и просто взлететь. 100 лет назад и даже сейчас все знают, что с момента получения диплома потребуется 20 или 30 лет, чтобы стать миллионером. Поэтому поверьте мне, когда я говорю о 5-10 годах, это весьма разумные сроки. Люди сегодня спешат стать миллионерами, и причина этому стремление к материальным благам и внешнему признанию. Особенно это актуально среди студентов и подростков, которые, кажется, стремятся к миллиону в рекордно короткие сроки. Многие из них думают, что когда я стану миллионером, у меня будут все девушки мира и мной будут восхищаться, и я смогу позволить себе все, о чем мечтаю. Также важно понимать, что в этом возрасте девушки не обращают внимания на финансовое положение парня. Те, кто в вас влюблен, останутся с вами, независимо от наличия миллиона или его отсутствия. А те, кого привлекает богатство, скорее всего заинтересованы в старших возрастных категориях. Почему я поднимаю этот вопрос? Потому что я считаю, что желание стать миллионером не должно быть обусловлено к быстрым материальным успехам. По моему мнению, лучший период для заработка — это с 25 до 35 лет, хотя многие люди достигают успеха в предпринимательстве гораздо раньше. Так что, когда я говорю о быстром успехе, я подразумеваю 5-10 лет. И это разумные рамки в достижении миллионного состояния. Вернемся к основной идее. Траектория, будь 100 лет назад или сейчас, довольно проста. Сначала вы ученик, вы губка, вы учитесь, вы впитываете все, а затем вы становитесь мастером. Позвольте мне сказать вам, в наши дни у нас редко бывают ученические курсы. У нас есть стажировка, и здесь большая разница. Когда вы ученик, вы получаете время, внимание и возможность настоящего обучения. Вы видите, как мастер своего дела действует, и погружаетесь в суть. Вы видите, как все работает изнутри. Даже в современной Японии такие практики до сих пор существуют. Теперь давайте разберемся в разнице между ученичеством и стажировкой. Если ты стажер в большой компании, более 200 человек, тебя там не обучат. Если вы идете работать в такую крупную компанию, вас просто бросают среди волков, и вам придется разбираться во всем самим. Никто не будет вам уделять внимание и по-настоящему обучать чему-то. А стажировка в более мелкой компании тоже может быть неэффективной, потому что много чему вы можете там не научиться просто. Итак, вам нужно найти золотую середину, среднюю компанию от 100 человек. Таким образом, вы сможете все еще много чего узнать и завести знакомство с тем, чему хотите научиться. Когда вы пытаетесь присоединиться к такой компании, даже на этапе интервью, когда вы пытаетесь получить работу, сделайте ясным, что вам меньше важна зарплата и важнее обучение и усвоение конкретных навыков. Когда вы ищете работу, важно не только оценивать, сколько вы заработаете, но и то, чему вы сможете научиться. Посмотрите на навыки, которые вы можете освоить, и какой значительный доход они могут принести вам 35 лет. Итак, если вы работаете в правильной компании даже 2-3 года, вы можете использовать этот опыт как стартовую площадку для своего собственного бизнеса. Вам следует сохранять уважительное отношение к компании, которая сделала вас таким, каким вы стали. Однако ваши знания можно использовать для чего-то нового. Предложить рынку новый продукт или услугу, или даже сотрудничать с кем-то в другой отрасли. Суть заключается в том, что знания, которые вы приобретаете, это ваш самый ценный ресурс. И вам нужно использовать их для запуска следующего этапа вашей карьеры. Я убежден, что молодые люди до 23 лет должны сфокусироваться на обучении, а не на заработке. Но помните, чтобы далеко пойти, нужно иметь внутренние знания. И эти знания находятся за соседней дверью. Вы можете получить их, заплатив за обучение, или, если у вас нет средств, работать в правильной компании и научиться всему самостоятельно. Ваша цель — научиться и использовать это знание, чтобы достичь успеха. Надеюсь, эта информация окажется полезной, поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пока-пока.